Всем привет! Добро пожаловать снова на мой канал. Как я вам уже и обещала, сегодняшняя наша тема будет о том, какими сложностями мы встречаемся после долгой разлуки и учебы за границей. Бывает очень сложно привыкнуть. Ты встречаешь людей, с которыми долгое время не встречалась, и, естественно, у них появляются вопросы, которые они хотят тебе задать. Появляются некоторые вопросы, которые начинают надоедать, даже раздражать. И один из этих вопросов — это: ну что, ты теперь навсегда уже тут? С выражением лица, как будто хотят сказать: добро пожаловать в эту дыру разбитых желаний. Ответ на этот вопрос таков: Господи, мы даже не навсегда на этой планете. Как я могу быть навсегда тут? Я не знаю, где лучше, там или тут. Я могу уверить, что ответ он начало горячего спора, потому что кто-то может сразу же не согласиться с твоим мнением и начнет доказывать, что нет, это не так. Я не могу сказать, где лучше, потому что в каждой стране свои плюсы и минусы. Есть такая поговорка, типа: лучше там, где нас нет. Некоторые люди задают такой вопрос: скучаешь ли ты? В душе миллионы чувств. И я смотрю на этого человека и понимаю, что ты поймешь, если я тебе скажу, что я скучаю. Если у вас сейчас в данный момент в жизни такая же ситуация, то это очень даже нормально. И, возможно, вы ненавидите весь белый свет, хотите, чтобы все было как и раньше, так как и раньше никогда не бывает. Всегда может быть даже лучше. В итоге я поняла, что от того, что ты скучаешь по своему прошлому, ничего не меняется, и надо сделать все в настоящем, чтобы будущее было таким именно, каким вы хотите его видеть. И для этого я стала ехать по библиотекам и находить подходящие книги, которые могли бы мне помочь. Одной из сложностей является то, что, допустим, ты привыкаешь к определенным продуктам, которые бывает сложно найти, вернувшись назад. Мне было сложно, я искала ответы на свои вопросы, почему так и что я должна теперь делать. Я думала, что меня никто не понимает, дома меня типа не понимает мама. Пыталась рассказывать, я звонила своим подругам. Ты встречаешься со своими подругами и понимаешь, что между вами огромная пропасть. Не из-за того, что вы как-то сильно стали отличаться, потому что какая-то часть твоей жизни прошла без них. И эта часть университетская, она такая важная. И тут ты возвращаешься, и единственное, о чем вы можете поговорить, типа вспомнить, это школа и школьные времена. А то, что произошло в твоей жизни, в ее жизни, они кардинально отличаются. И ты понимаешь, что есть некая такая глубокая яма, и приходится начинать все заново. Какая грустная история. Ты, независимо от себя, начинаешь иногда использовать фразы, которые были привычны использовать в той или иной стране. И, естественно, люди на это начинают реагировать по-разному. У меня была такая ситуация, где даже сказали, что я притворяюсь, типа я иностранка. Но никакого притворения просто не было, я привыкла использовать слова. Да, и какие слова? Я просто говорила «окей». Вот чувак с коляской посреди дороги. И это вообще-то очень неправильно. Это такие моменты, когда ты вдруг тебе хочется сделать что-нибудь очень обычное, чего ты делала там. Ты понимаешь, что здесь это невозможно. В общем-то, сегодня погода очень хорошая, и я вышла в парк, потому что мне нужно зайти еще в некоторые магазины, как я сказала, купить кое-какие продукты. Так что поснимаю немножечко здесь.
вот тут. Что я говорила насчет того, что сойдут, то есть будут такие моменты, когда и родственники все будут пытаться тебе помочь, и родители, мама, у меня была очень сложно с ней. Я решила все держать в себе и искать ответы сама по себе насчет книг. Я взяла эту книгу, которая называется «Большая книга счастья. 100 выдающихся экспертов в области позитивной психологии из 50 стран мира». В общем-то, рассказывает очень позитивные истории. Эта книга, она не для того, чтобы ее читать постоянно. То есть главы друг от друга абсолютно не зависят. Ну, тут очень интересные темы. Стремитесь к цели. Ставить себе цель и знать точно, чего ты хочешь в какой-то определенный момент своей жизни. Не на 100 лет вперед, типа, чем ты должен заниматься, а, ну, допустим, даже до завтра или там, я не знаю, вперед на неделю, да, поставить себе любую цель и идти к этой цели, потому что тогда у вас, по крайней мере, появляется то, чем вы занимаетесь и усердно стараетесь этого добиться. И у вас нету вот этого ощущения пустоты и непонятия, что же надо делать, чем надо заняться. Отпуск мечты. И кто сказал, что мы никогда не можем пойти на отпуск мечты? Вторая книга, которая мне помогла даже больше, чем первая, это книга, которая называется «Найти свое призвание». Открыть свои истинные таланты, наполнить жизнь смыслом. Я же говорила, что я философ. Вот. Тут рассказывается о том, что надо обязательно составить список дел, которыми вы занимаетесь в течение дня или в течение недели. Потом из этого огромного списка выписать то, что вы делаете с огромным удовольствием, то, что вы обязаны делать, и то, что вы даже не хотите делать. Разделить это на кружочки, не заниматься теми делами, которые на вас наводят тоску и заставляют вас думать о том, что ваша жизнь ничтожна. Поверьте, я знаю, что это может звучать странно, но я после этого ушла из работы, начала делать то, что я люблю. Человек ощущает наполненность, полноту, целеустремленность и счастье какое-то, когда у тебя получается. В следующей части было написано о том, чтобы составить список всех желаний, что совмещается карта желаний с картой вашей повседневной сегодняшней жизни. А потом постепенно вы видите, что вы делаете в своей жизни для того, чтобы дойти до своих желаний, что вы не должны делать. И сейчас я направляюсь в магазин продуктовый, чтобы найти нужные продукты. Идем вместе, посмотрим, как можно, сложно или легко их найти. Я теперь в маркете и буду искать сырный отдел, потому что я очень сильно люблю сыр. Вот мы и тут. Как и следовало ожидать, я не смогла найти нужный мне продукт, зато я купила сыр моцарелла. Так что у меня хотя бы есть что-то. Итак, сегодняшняя моцарелла будет моим ужином. Боже.